помимо криптомонет есть токены. Токен — это вообще не монета, токен — это смарт-контракт. Что такое смарт-контракт? Смарт-контракт — это программный код, который исполняется в блокчейне и связывает между собой какие-то два адреса, адреса криптокошельков, каким-то правилам, математически вычисляемыми действиями. В каком-то порядке, с какими-то условиями и так далее. По сути, все блокчейны, которые есть на свете, так или иначе поддерживают смарт-контракты. Ну, допустим, вот биткоин полноценно не поддерживает смарт-контракты. Самым популярным блокчейном, который поддерживает смарт-контракты, является Ethereum, либо в простонародье эфир. Но хотя не только он один, есть много блокчейнов, заточенных специально под смарты. Смарт-контракт — это самое крутое, что есть в криптовалюте. Это наше будущее, это революционное вообще абсолютное изобретение. Если ты хочешь, чтобы твои дети жили хорошо и кушали сладко в будущем, обязательно обучи их смарт-контрактам, их использованию и вообще принципу, вот этому самому принципу. Может быть, сейчас ты и не чувствуешь, что произошла какая-то революция с изобретением смарт-контрактов. Но, в конце концов, ты про интернет узнал, наверное, в 90-е годы, хотя он уже тогда 35 лет существовал. Да, и сейчас без интернета, как ты видишь, ничего не работает на этом свете. Вот без смарт-контрактов тоже скоро работать, наверное, не будет ничего. По крайней мере, я тоже не могу это гарантировать на 100%, но у меня очень высокая уверенность, что это именно так. Простейшая аналогия смарт-контракта в реальном мире — это аккредитив. Что такое аккредитив? Есть покупатель, есть продавец, они находятся, например, в разных странах. Покупатель хочет заплатить за товар, продавец его хочет привезти. Покупатель не совсем доверяет продавцу, и продавец не совсем доверяет покупателю. Но они оба доверяют банку. То есть у нас возникает такой некий авторитет. Банк. Окей, покупатель кладет деньги на депозит в банк и ставит вместе с продавцом какое-нибудь условие. Например, что эти деньги будут выданы продавцу в случае, если продавец предоставит таможенную декларацию о том, что груз привезен в страну и право собственности на груз передано покупателю. В таком случае банк деньги переведет. Очевидно, что здесь нарушается принцип абсолютного недоверия. Почему? Потому что продавец может ввести банк в заблуждение, да, работника банка, может его подкупить в конце концов. То же самое может сделать и покупатель. Он может как-нибудь там подговорить банк, чтобы даже после получения товара в собственность банк сказал: нет, ничего не знаю, документы поддельные, все не настоящее и так далее. Вот. В блокчейне есть подобное же решение, но только вместо банка выступает код. А код — это Бог, как мы помним, да? Опять же, код — это Бог, это противопоставление известной философской максиме Vox Populi, Vox Dei. То есть глас народа — это глас Божий. Намного лучше, чем глас народа. Народ может тоже ошибаться, заблуждаться. Намного лучше — это чистый программный код, который исполняется. Пускай может там быть и ошибки. Ошибки, кто виноват? Тот, кто запрограммировал. Да? Но если все исполняется, то исполняется именно так, как было задумано. Вот так. Блокчейн Эфириума и других многих монет поддерживает так называемые Тьюринг полные языки, то бишь в них можно описать абсолютно любую математически вычисляемую задачу. Совершенно любую, какую хочешь. И поэтому я думаю, что через какое-то время, допустим, твой дом в Испании будет с помощью IoT-устройств сам себя обслуживать, заказывать какие-то услуги, товары, оплачивать счета и поддерживать себя в состоянии, приличном состоянии, не обращаясь в руины, пока ты в Химках у себя сидишь на карантине и не можешь приехать в Испанию и посмотреть, что там творится. Вот, я думаю, такое обязательно наступит. Так вот, токен — это примитивный смарт-контракт. Ну, не обязательно прям совсем примитивный, но самый простой, самый примитивный. Выпустить свои токены может абсолютно любой человек, даже не обладая никакими знаниями. Есть специальные платформы, специальные сервисы, которые позволяют выпускать токены на разных блокчейнах. Есть блокчейны, сами монеты, которые изначально заточены именно под токенизацию и выпуск токенов. Например, очень неплохой такой хороший проект российский под названием Waves. Российский хороший проект. Вся его изначальная коренная идея — это токенизация. Зашел, зарегистрировался, сделал собственный токен, пошел его продавать. Так вот,
Сам по себе токен не стоит вообще ничего, это даже хуже, чем мусорный актив, если, опять же, под ним нет какой-то экономики. Но если монета используется для разных целей, и обычно создатели монеты до конца даже не предполагают, для чего она будет использоваться и как, то токен, он более утилитарный. У него есть какая-то понятная цель и задача, достаточно узкая и простая. Он может использоваться как, допустим, обезличенный аналог какого-то обязательства, да, как какой-то опцион, например. Он может использоваться как какое-то внутреннее платежное средство для какой-то системы, или для начисления каких-то бонусов, или там, в общем, систем лояльности. Он может использоваться как инструмент голосования в децентрализованных каких-то сообществах, когда совместное решение нужно принять, и вот с помощью токенов можно голосовать. Но зачастую основная масса токенов выпущено абсолютно неизвестно сколько на свете, то есть это многие-многие сотни тысяч токенов на свете есть. 99,9% из них это не просто мусор, а вообще бесполезная абсолютно вещь, которая не стоит просто ничего. Поэтому, вкладываясь в токены, нужно понимать, ты вообще что делаешь, зачем тебе нужен вот этот, собственно, фантик. Потому что если у новой монеты, может быть, есть какая-то еще там утилитарное какое-то применение и какая-то минимальная ценность, потому что хотя бы рабочее время потрачено на ее создание, то у токена вообще никакой ценности нет, он создается 2 кликами. Ну, фактически. По крайней мере, простейший и самый банальный. Вот. Но и здесь есть контрпримеры тоже, как всегда. Далеко не все токены — это чистый фантик мусорный, да? Мы можем вспомнить такой замечательный токен. Таких примеров много, но я вот вспомню самый, наверное, вопиющий, самый яркий. Это токен Wi-Fi, так называемый. Wi-Fi — это токен сообщества yield.finance, такое замечательное. Это DeFi фарминг. О DeFi-фарминге мы чуть попозже поговорим, там это очень интересное направление, я уже упоминал, это прямо сейчас хайп. Этот токен был выпущен разработчиком именно DeFi-фарминга Yield.finance. Он был выпущен для голосования. И даже на самом сайте Yield.finance, можно на него зайти посмотреть. Изначально было написано, что токен выпускается просто так. Он не имеет никакой ценности, продаваться не будет и вообще не нужен ни зачем. Он нужен только для того, чтобы передать управление проектом от одного человека, автора, к какому-то сообществу, которое с помощью этого токена будет голосовать. Он не стоил нисколько, но через какое-то время все-таки начал торговаться. Выпущено его очень мало, всего 30 тысяч самих токенов. Первая цена была $35 за токен, потому что их просто было мало. На пике Wi-Fi стоил дороже, чем биткоин, причем раза так в 4, насколько мне память не изменяет, дороже, чем биткоин. Причем это случилось уже через месяц после его выхода на биржу. И сейчас он торгуется дешевле, чем биткоин, но не сильно дешевле. Примерно там процентов на 10. То есть в районе $30 тысяч он до сих пор стоит. Я не знаю, сколько сейчас, когда ты смотришь это видео, но на момент записи это было именно так. Вот такой пример. То есть не всегда фантик — это фантик. Но заметь, здесь какие есть тонкости. Первое, создатель вообще не предполагал, что он создает какую-то ценность. Он его делал совершенно с утилитарной целью для голосования в DeFi-проекте. Создатель не выводил свой токен на биржу, его вывело сообщество собственными инициативами, своими усилиями. Вот. И создатель оказалось так, что у самого вообще нет ни одного токена Wi-Fi. То есть это так было даже немножко обидно, может быть. То есть человек сделал штуку, которая стоит реально много денег за один токен. 30 тысяч, там было 44 на максимуме. $44 тысячи одна, значит, этот один фантик, а сам себе не оставил ничего. Если вы приходите в какой-то проект и вам говорят: вау, у нас есть собственный токен, это вообще ничего не значит. Это примерно то же самое сказать, что вау, у нас есть веб-сайт. Веб-сайт сделать даже сложнее, чем токен выпустить, если честно. Токен выпускается совсем легко. И отсюда возникает дополнительный вопрос: а на какой черт вы его выпустили? Зачем вы это сделали? Вот если на этот вопрос есть внятный ответ, почему бы нет? Относись к этому токену как, опять же, к мусорному активу, в который можно вложиться и посмотреть, что там будет с ним дальше. Как-то так. Нормальный способ вложений, нормальный способ заработка в крипте, нормальный способ инвестирования, но, конечно, в долгую.
Покупка крипты. Вообще-то изначально вот Рами меня и просил рассказать только об этой теме, а все остальное это чисто моя инициатива уже, чтобы было интереснее как-то и веселее. Вот. Как покупать крипту, как ее продавать, как здесь не попасть в неприятности. В настоящий момент крипту покупать и продавать очень-очень легко. В этом совершенно нет никаких сложностей и вообще никаких проблем нету. Способов есть несколько, я рассмотрю все и опять же, как всегда, буду останавливаться внимательнее немножечко на возможных способах мошенничества. Во-первых, первый способ. Большинство топовых криптобирж сейчас, централизованных криптобирж, имеют функцию пополнения с банковской карты. Это просто дешево, быстро и понятно. Если вам нужно купить крипту, очень легко. Выбираем какую-то биржу топовую из списка на CoinMarketCap. Неважно по каким признакам, по оборотам, может быть по рейтингу надежности, может быть по интересующим вас каким-то криптовалютным парам. Хотя, в принципе, криптовалютные пары в основном они везде одинаковые, никаких-то супер-мега условий, слишком больших разниц между биржами уже и нет совсем. Вот. Выбираем, скачиваем, проходим верификацию, скачиваем, естественно, с официального сайта или из официального стора приложений, то есть никаких сторонних левых ссылок ни в коем случае. Привязываем карту, верификация проходит с махом, карта привязывается быстро. Все, получаем лимит, то есть максимальную сумму, на которую мы можем совершать покупки. Покупаем и продаем. Платим за это комиссию, комиссия не очень большая, порядка там 3,5-5%. В основном 3,5 даже, чем 5. Вот. Некоторые биржи стали поддерживать рублевые карты, то есть здесь еще нет потерь на кросс-курсах. И вообще это удобно, просто и понятно. И, наверное, это самый лучший способ купить себе какого-то там первый свой депозит занести, купить себе первых битков или первого эфира в своей жизни. Именно так, потому что надежно, безопасно и понятно. И сразу попадает это все на баланс биржи. Можно побаловаться, потрейдить, посмотреть, что из этого получится, немножко как-то все поизучать, потом уже заводить себе холодные кошельки, либо там какие-то горячие кошельки интересные, штуки типа MetaMask себе ставить или подобные аналоги, баловаться, изучать, не бояться, потому что суммы, конечно, нужно для этого использовать совсем маленькие, которые не жалко потерять. Ну и дальше в дальнейшем тоже можно заводить деньги в крипту, просто банально покупая на бирже. Помимо бирж, функцию покупки крипты с банковских карт поддерживают также некоторые криптокошельки. Имеется в виду программные криптокошельки, которые могут быть кастодиальными, либо не кастодиальными, которые ставятся к тебе на мобильный телефон. Конечно, лучше выбирать не кастодиальный кошелек. Что такое не кастодиальный кошелек? Это кошелек, который не получает доступ к твоим закрытым ключам, а значит, фактически ты не отдаешь, опять же, крипту никому. Ты ее хранишь сам, а, собственно, оператор, который предоставляет тебе кошелек, он просто дает тебе сервис по удобному доступу к своим монетам, к своим входам в блокчейне, не прикасаясь к твоему ключу. Такие сервисы есть, их сейчас много. Более того, кастодиальные сервисы, они уходят с массового рынка в более корпоративный рынок, и вообще-то массовый кастодиальный кошелек — это не совсем адекватное нынешней ситуации явление, то есть их как бы нету и уже практически нету. Вот. Там тоже зачастую есть функция, позволяющая покупать крипту прямо с карты. Тоже очень удобно, сразу все попадает на баланс. Здорово, весело, можно пользоваться. Выбирать надо криптокошельки, естественно, из официальных сторов. Смотреть по отзывам, есть их рейтинги в сети, авторитетные рейтинги, независимые, хорошие. Скачивать только с официальных сайтов, не вестись на левые ссылки, ни в коем случае никому не верить. Вот. Но все равно напоминаю, что криптокошелек, именно программный, это определенный риск. Это определенный риск, это не совсем по-криптански. Если ты хочешь хранить деньги долго, там их не храни. С комиссиями, с потерями примерно все то же самое.
Третий вариант покупки крипты – это криптообменники. В чем плюсы криптообменников? Криптообменники позволяют иногда, во-первых, найти какие-то не очень популярные пары, либо способы внесения ликвидности, либо иногда позволяют сэкономить на комиссии. То есть действительно через криптообменник зачастую хорошо менять. Плюс хорошие, нормальные, старые, долгоживущие криптообменники имеют какие-то либо свои, либо партнерские офлайн кассы, куда можно приехать физически с мешком наличности и тут же прямо на месте, попивая кофе, разменять это все на крипту. Без всяких разных проблем. С оффлайн-обменниками есть небольшая проблема. Конечно, естественно, они присутствуют только в крупных городах. В той же самой Москве известное место – это Москва-Сити. Все обменники в основном сидят там, кроме китайских обменников. В китайские обменники вас и не пустят, если уж на то пошло. Люди сидят в Москва-Сити. В основном это закрытое такое сообщество, которое работает очень давно. Друг друга все знают. Каких-то там прям совсем сумасшедших кидал или крыс там уже давно не осталось. Этот способ вполне себе секурный, надежный. И ничего страшного в нем нет. Пользоваться им можно. Расскажу одну маленькую фишку при покупке крипты просто с рук у кого-то. Понятно, что крипту с рук покупать в переходе у цыган не надо, да? Это очевидно, мне кажется, не нужно разжевывать. Но есть такая более интересная фишка, более забавная. Стейблкоин USDT, либо любой другой. Как я уже говорил, стейблкоин — это что такое? Это у нас смарт-контракт, по сути, да? Ценность которого, этого стейбла, привязана 1 к 1 к какой-то валюте мировой, фиатной. Доллару, евро, там, чему угодно другому. USDT сделан, он сделан на эфире. Есть версия не только эфирная, но в основном самая популярная, наверное, до сих пор остается, это версия сделана на блокчейне эфира. Существуют поддельные смарт-контракты USDT. Они очень сильно похожи на настоящие USDT. Прям очень-очень сильно похожи. И даже некоторые кошельки, некоторые даже криптобиржи воспринимают зачисление на баланс этого поддельного токена USDT, как будто это настоящий токен зашел, настоящий USDT. Только одна проблема. Проходит примерно 40 минут, час, около того, ваш баланс обнуляется. Потому что перевести его никуда нельзя, пользоваться им нельзя. Это совершенно левый токен. Он очень похож на USDT, но это не USDT. Ценности он никакой не имеет, никому не нужен, нигде не принимается, никто его не будет у вас покупать. То есть здесь может быть такая фишка. Честно говоря, сейчас, если ты приходишь в офлайн обменник и хочешь продать именно USDT, тебя попросят подождать, посидеть, попить кофе в течение часа или полутора, чтобы точно проверить, что ты не закинул какую-то новую версию такого токена. Токены старые, именно поддельные токены USDT, которые использовались уже много раз, они всем известны, но постоянно возникают какие-то новые фишки. Поэтому, чтобы защититься, есть такая отлежка. Если вдруг что-то, и тоже имею в виду, что такая проблема существует, и с токенами нужно быть очень аккуратным. Продажа поддельных токенов — это была прошлым летом, например, летом 2020 года, это была прям такая топовая тема по скаму. Пострадали очень многие люди, и очень обидно. По всему миру, не только в России, на самом деле везде. С обменниками можно работать без страха. Достаточно, если это обменники с хорошей репутацией, с большим количеством положительных отзывов, с большим количеством ссылок с разных профессиональных сообществ, с этих криптотусовок и так далее. Если на них нет прям откровенного и грязи, и очень плохих отзывов нигде, вполне себе можете не переживать и работаете. Существует схема покупки крипты, так называемая OTC. OTC с английского можно перевести как off the counter. Что-то типа такое, как мимо касс. На самом деле это нормальный финансовый термин. В нем нет ничего нелегального. Он означает продажу или покупку акций или других активов, той же самой криптовалюты, между двумя физическими лицами, минуя посредничество в виде биржи. То есть, когда мы не уходим в стакан, где обезличенные наши стоят ставки, и не проводим автоматическую сделку, а просто встречаемся где-то в реальной жизни или в онлайне и совершаем сделку между друг другом.
Я продаю крипту, ты покупаешь ее за фиат, либо наоборот, я покупаю, ты мне продаешь крипту. На самом деле OTC не работает напрямую. Да, всегда есть некий централизованный посредник в виде самой OTC-площадки. Самая знаменитая OTC-площадка, наверное, это Local Bitcoins. Но, честно говоря, она свое лидерство давно утратила, она не самая уже интересная. Существует много других проектов. У некоторых крупных бирж есть свои проекты OTC, потому что для бирж это выгодно, когда ликвидность содержится на каком-то централизованном сервисе. Не забываем, что сервис OTC централизованный, а значит, есть риски все-таки скама от какого-то. Да? Почему? Потому что ты передаешь свои средства кому-то на время в пользование, чтобы кто-то их фиксировал, кто-то ими распоряжался и перечислял. То есть здесь площадка OTC выступает как авторитетный банк в схеме с аккредитивом, выступает в качестве гаранта. Зачем нужны OTC и в чем их плюсы? Иногда на OTC можно найти более выгодные курсы и более низкие комиссии, и чем в обменниках, и чем на биржах. И особенно это касается этих разных странных и не очень популярных валютных пар. Например, тебе нужно продать биткоины за турецкие лиры или за что-то еще. И это не совсем-то удобно делать. А вот на OTC такие сделки можно найти. Сразу же второй плюс возникает. OTC можно использовать для трансграничных переводов. Это очень удобно. То есть приходишь, покупаешь на площадке крипту за рубли у какого-то физического лица и тут же продаешь ее другому физическому лицу, например, в Китае за юани. И таким образом ты что-то там оплатил и купил. И третий плюс: на OTC можно найти множество разных методов оплаты. Дело в чем? Крипта, она вся одинаковая. То есть биткоин или там эфир, он везде одинаковый, во всем интернете, во всех странах, вообще везде. А вот фиат, он весь разный. Потому что есть рубли на Сбербанке, есть рубли на Киви, есть рубли там, допустим, на Тинькове и так далее. Они отличаются. В других странах там свои какие-то заморочки. Тоже может быть разница между фиатом, конкретной валютой, лежащей на каком-то конкретном платежном средстве. Да, и вот именно на OTC можно найти именно то, что тебе нужно. Допустим, там с одной стороны биткоин, с другой стороны PayPal. Или там, например, WeChat в Китае, да. Я рассказываю много про Китай. Почему? Потому что я просто там работаю, мне это все очень близко. И действительно есть такая схема, когда люди покупают на OTC за рубли битки, либо USDT даже, и тут же скидывают китайцам. Они вводят их на WeChat. Это такая платежная система, встроенная в мессенджер, очень популярная в Китае. Весело, легко и просто. Но вот биржи, допустим, такое не поддерживают. Обменников, которые такое поддерживают, тоже не очень много. А на OTC такие пары можно найти легко и просто. В былые времена, где-то в 2016-2017 годах, разница курсов крипты в разных странах, она так сильно отличалась, что на OTC можно было зарабатывать чисто арбитражом. Вот, например, я этим лично сам даже занимался. Я покупал биткоины в Китае, а в России продавал тут же. И имел на этом несколько процентов. Просто вот из воздуха абсолютно. Проворачиваю такую схему несколько раз за день. Вот. Зарабатывалось на этом всем отлично. Жаль, что недолго. Это длилось где-то 1,5 месяца, потому что тогда в России одна очень популярная российская биржа BTCE, централизованная биржа, в этот момент скамилась и закрывалась. И был локальный дефицит. Сейчас, конечно, таких арбитражей уже нету. Но они все равно есть на самом деле, и можно поискать арбитражные возможности, и даже их найти, и даже будет получаться, и даже вас никто не кинет, и на этом можно даже зарабатывать. Я знаю людей, которые до сих пор сидят и выискивают варианты OTC арбитража. Помимо чистых обменников, OTC-площадок и криптобирж, существуют такие своеобразные комбайны, то есть нечто такое, что находится посередине. Рекомендую присмотреться к одному проекту, который сделали мои друзья. Он называется grantex.io. Это вот как раз хороший пример. То есть это нечто среднее между обменником, биржей и OTC-площадкой. И там тоже есть свои интересные возможности, и там тоже есть возможность даже арбитража. Там есть возможность экономить на комиссиях и достаточно высокая степень надежности. По крайней мере, я так считаю. Собственно, вот это 3 основных способа покупки крипты. Непосредственно в централизованных сервисах с банковских карт.
через какие-то обменники, либо на OTC-площадках, ну, либо вот на таких комбайн-сервисах, как garantex.io. Купить таким образом можно практически любое количество, и ограничение здесь стоит не со стороны криптовалют, потому что с предложением, то есть с объемом, предложенным к выкупу в крипте, все в порядке, а ограничение в основном стоит на стороне фиата. То есть вы все знаете прекрасно, что у банковских карт есть лимиты, у платежных систем есть лимиты и так далее. Только вот, то есть все проблемы находятся только на фиатной стороне.